I be all about that, yeah, you know. Rashida, you know Miss Bubblegum, the Georgia Peach, you know how to do this thing. Даша на грани фола оделась сегодня, да? Да, в последнее время часто люди жалуются, что в обзорах нет Тиграна. Ну а по-братски выключите музыку, я не люблю громкую музыку. Ну какая романтическая музыка. И все такие сейчас: да, Тигран вернулся, ура, Тигранчик. Нахуй нам автозвук, нам же Тигран, кошка, Тёма, все это вот надо. Уже сериал какой-то. Уже похуй на вот машины, можно не показывать, в принципе. Становись, Тигран просто рядом, попи***им и все. Давай, да, что? Что не работает? Нехуй в Loud было машину собирать. Изначально было понятно, что это хуевая затея. Но на аватарку красиво так будет, Тигран. Вот так, на фоне жбана вот этого. А зарядим жбан, Тигран? Нам нужны мощные наркотики, чтобы это сделать. Что там у тебя? Между ног, покажи. По-гейски, да, прозвучало как? Позавчера тип написал: а нет ли какой-то связи между тем, что магазин открыт 7.05 и все номера на машинах 7.05? Такой заподозрил. Вы довольны? Вы довольны, а? Смотрите, Тигран, Тёма, Хаммер даже есть. Даша, смотрите, будет картить? Если не сгорит, да, этот самый громкий казахский автомобиль. Но сегодня самый громкий казахский автомобиль. Это самый громкий автомобиль в Казахстане, да? То он еще ни разу не был в Казахстане. Да, оно говорит, не валится, что охуеет. Че, валит, Тигран? А где сидит? Он нахуй. Тигран. Тигран, что с тобой, а? Позвоните, пацаны, в скорую. В скорую, Тигран, или куда? Или в сауну, куда позвонить? Всем привет еще раз. И вы реально вот задолбали в комментариях с Тигранами, кошками, Артемами. Сегодня сделаем приятно тем, кто вот очень хотел давно поностальгировать. Потому что в нашем обзоре сегодня и Тигран, и Артем, и кошка. Нету только, да? Кошку. Сейчас, вот она, кошка. В этом обзоре мы расскажем вам про необычный демокар. Проект полностью от начала и до конца курировал Артем, а собирался он в ателье Loud Sound. У него есть, я хотел сказать одна, но несколько изюминок, про все сейчас постараюсь рассказать. Первая изюминка — это то, что в этот микроавтобус напихали музыки на, ну, грубо говоря, 2,5 миллиона, если считать с работой. Вы все знаете, что кадры красивые я люблю. Обзор будет с очень жестоким валевом, с очень жестоким фронтом, басом и необычная для нас сегодня вещь — это тылом. Давайте обо всем по порядку. Компоновка аудиосистемы. Здесь мы очень наглядно видим всю схему усиления. Скрыты у нас только два усилителя. К ним мы подойдем позже, когда будем смотреть питание. Сейчас я расскажу вам, для чего нужны вот эти усилители и вот что это за штуки. Итак, 4 7800 Апокалипса у нас отвечает за сабовое звено, по 2 сабвуфера на каждый. Здесь у нас установлены 315 DevBones по 2 сабвуфера на усилитель. Примечательно, что это стоят именно новые сабвуферы DevBones 315, уже улучшенные, которые сейчас имеют обозначение Апокалипс. Топовая, соревновательная, мощная, для громкого повседневного железа. Здесь у нас стоят версии сабвуферов с 3-дюймовой катушкой. Реально намеренной мощности здесь передается 2-2,5 киловатта на
каждый сабвуфер. Вот эти малыши, которые, ну, размером с 1,5 ладони, они на самом деле только на вид такие вот безобидные. Это на самом деле почти 5 киловаттники. При, опять же, идеальных условиях, без роста сопротивления, каждый такой усилитель способен выдать 5 киловатт мощности. Примечательно то, что эти усилители, как и все в модельном ряду Apocalypse, они работают в широкую полосу. Таким образом, эти усилители можно использовать как для сабового звена, так и для мидбасов, среднечастотников, и в принципе можно использовать для драйверов. Отличительная особенность этих усилителей, кроме широкой полосы, как я уже говорил, это их малый размер. То, что здесь размещено вот на этой площади усилителями предыдущего поколения, например, корейскими там, или американскими, заняло бы примерно в 1,5 раза больше места. Более подробно про усилители Apocalypse можете увидеть у нас на канале или на канале Alphard Group. У нас было несколько обзоров, ссылки я также прикреплю в описании, сможете более подробно ознакомиться с этими усилителями. И еще более маленькие, но не менее мощные, по 2800 на каждом, в широкой полосе моноблоки, установлены на переднюю дверь, заднюю дверь, и нижний у нас установлен на драйвера в тылу. 10 пар М60 Neo очень громких среднечастотников установлено в левой и в правой двери, и Т-35 твиттеры 8 пар в каждой двери, в левой, передней, правой, задней, в любой двери 8 пар, короче. Очень хуевый салон, прямо скажем, очень хуевый кузов, очень хуевая машина. Да хватит показывать салон. Одна из изюминок этого проекта, то, что он еще не закончен. Он не закончен эстетически, то есть здесь стоит начинка, она настроена, она играет, есть результат. Это ж есть, я считаю, результат, да? Какой результат? Посмотрите, какой тут сейчас мы все это еще включим. Тут поднимется пыль. Тут вообще будет ад сейчас, чистый ад. Все это будет краситься, все это будет переделаться, но уже в Казахстане. Салон полностью, как и сабвуферная камера, за исключением, наверное, моторного щита, усилен металлическим профилем 40×20. Суммарное оформление прибавило веса автомобилю около 300 килограмм. Оформление бампас 4-го порядка с соотношением камер 1 к 2. С водительской стороны в салоне мы видим, опять же, очень хуевый салон, очень херовый руль, очень херовый чехол на руль. Также мы видим херовый подлокотник, также мы видим... О, слышишь? Я вот сейчас кричу где-то, ребята, на 127 децибел примерно. В таком оформлении можно просто крикнуть и будет рез. Сабвуферы, про которые я вам уже говорил, идеально выкрашенную камеру. Опять же, кто смотрел стрим, видел, что Артем приложил здесь не одну руку, так скажем. Что ты там уже трогаешь? Здесь у нас самое неинтересное, просто мы видим вот, собственно, этот металлический профиль. Это сделано по всей площади сабвуферной камеры, нижней части салона, потолка. Вот только моторный щит у нас не усилен. В задней части салона. Сюда, кстати, легко помещается Тигран. Здесь можно перевозить людей даже. Каких-нибудь людей, которых вы не очень уважаете. Видите вот эту медную шину и вообще вот эти болтики. И вот, собственно, этот профиль. Вот если между ними попадет какой-нибудь металлический предмет сантиметров 20 длиной, тут случится полный пи***ц. Дудки, неодимовые моторы у них какие-то, страшные вещи. Тут вообще вот сзади вот самые страшные вещи начинают. Вот аватар, не очень страшные усилители. 1000/4, я троллил уже вот, переход всех производителей на такое обозначение. Это 4 канала по 1000 ватт. Скорее всего, подумали вы, но вы угадали. Это 4 канала, суммарно 1000 ватт, 250 ватт на канал. И вот эти усилители у нас и питают твиттеры в передних и задних дверях. Мы видим, собственно, всю коммутацию по силовым проводам. Дистрибьюторы, если можно так их назвать, опять же хаб Bass Warrior, как и в боковой части. И 700 ампер лития с левой стороны. Будет добавлено еще 700 ампер с правой стороны. У ребят, видимо, закончились деньги, и литий в России закончился. Из пельщиков все больше, лития все меньше. Литий уже можно заносить в Красную книгу на самом деле. Силовая проводка выполнена 0 гейдж проводом Audio Extreme, которого ушло сюда больше 100 метров по 1000 рублей. Можете посчитать. Это сложно, но посчитайте. 1000 на 100, 100 на 1000, 100 тысяч рублей ушло на только проводку. Помогает этому всему генератор на 320 ампер. АЗ-13, чеховский модный зелененький генератор на 320 ампер. Переходим к тыловой части. И сделаем то, чего вы так все давно ждете. Задней части, несмотря на то, что это выглядит все как-то очень брутально, на самом деле это полностью, да, Тёма, SQ-шная система. 4-полосная. И каждая полоса реально играет свои частоты. Нижние частоты
средние частоты, драйверы на высокие, средние, да, так скажем, и самые высокие частоты. Для лучшего понимания оформления вот этих сабвуферов, как утверждает Артем, это 6 коробов, каждый в своем объеме, настроенных на 80 Гц. Фазоинверторного типа ящики у нас здесь стоят. Драйверы лупят от 1 кГц DB50 Neo называются, на неодимовых моторах, и в принципе вот одного такого хватает, чтобы оглохнуть нахуй. Ну, это реально очень страшная для меня вот сейчас вещь. Рядом с ними я бы не стоял, если кто-то решит вас удивить. В них можно влить охереть сколько мощности, порезать их охереть как низко, и вы получите такой вот нереально громкий звук, который, если будет направлен на вас, ну, можно реально, ну, если не оглохнете, то легкая контузия, вот свист в ушах вам будет обеспечен. Драйвера играют процентов на 15 мощности, вот Артем подсказывает. Ну, а громче почему не сделали? Потому что не надо столько, да. Говорит, ну, реально, это просто больно. Динамики, собственно, это MX60, это T35, хорошо всем известны, нечего про них рассказывать. Из примечательного, наверное, только то, что они установлены в объемах, и то, что это, наверное, если не самые продаваемые, то одни из самых продаваемых динамиков, по крайней мере, у нас в магазине. Сейчас мы попросим Артема. Да, давайте вас представим, кстати. Собственно, вот ребята попадают в камеру и не представили, это Адиль и Эльдар. Это ребята из Казахстана, которые, собственно, и владеют этим чудесным автомобилем. Ребята являются официальными дистрибьюторами в Казахстане компании Alphard Group. И, собственно, вот для этого они с помощью Alphard Group и Loud Sound собрали самый громкий, ну-ка, давай, самый громкий в Казахстане автомобиль. Но он не был еще в Казахстане. Поэтому троллинг в комментариях объявляю открытым. Чтобы быть самым громким в Казахстане, надо доехать до Казахстана и навалить. Машина, хрен знает, какая музыка, нормально так слышно. Ну, там, собственно, 6 басов, сабвуферов, Апокалипс в объемах. Мидбас слышен на довольно большом расстоянии и очень отчетливо. Эхо со всех сторон долбит. Как будто слева музыка сейчас играет. А она на самом деле играет справа.
ухо что-то ударило больно. Не-не-не, я в этот фазоинвестор засунул. Мерседес подпевать аж начал, видели? Прям в такт, кстати, да? А сейчас нам нужно проверить, на самом ли деле этот автомобиль можно считать не только демокаром, но и повседневным автомобилем. Потому что это очень здорово, когда ты официальный дистрибутор, но при этом можешь покататься по городу, покайфовать. А у вас за это не посадят в тюрьму, а? Может быть. Могут, да, вы еще не знаете, там не было так громко. Я говорю, хочешь, Тёма? Я говорю, я поеду снимать. Он говорит, знаете что? Говорит, нихуя, я поеду кайф убиться. Что, Хаммери не прет уже, да? Наркоманы, блядь, испельные. Я одел капюшон, потому что боюсь простудиться. Потому что ветер возможен. Что-то я переругал салон, мне нравится. Volkswagen. Кожаный. Рожа, все дела. Я могу ехать и снимать, а это значит, что автомобиль точно повседневный. А что, хороший кадр сейчас? Хотели два лева? Слышь, нихуя себе! Ебать какой-то, да я там прокачусь. Тебе вообще нормально походу там. Тут такая пылища. Я надеюсь, обзор вам понравился. Только не думайте, что я услышал ваши комментарии такой, надо же снять что-то с Тиграном и с Артемом. Позову-ка я их сегодня. Нет, так совпало. И у нас все обзоры делаются именно так. Если вы хотите видеть больше Тиграна, заходите к нему ВКонтакте. Он постоянно выкладывает какие-нибудь фотки в Инстаграм к нему. Вот здесь Тигран Loud Sound.
Заходите к Артему, Артем Loud Sound, вот его инстаграм. Заходите на канал Альфард Групп, там Артема очень много. И даже есть Витя Мод. Вот кто? У вас кошка есть? Ты понял? Они вначале семерку, потом кошку. Тигран, тебе не предлагали на Альфард? Нет? Пойдешь на Альфард работать? А что ты так, за 500 тысяч пойдешь? За 5 миллионов пойдешь? Ну, 5 будут предлагать, мне позвони, я тоже не пойду. Я подумаю, да. Я тоже не пойду. Кто хочет узнать больше про этот автомобиль, ребята из Казахстана, да, узнать, когда он будет выступать, когда его можно послушать, а также люди, заинтересованные в покупке продукции Альфард в Казахстане, контакты будут владельцев этого автомобиля указаны в описании под видео. Вот их инстаграм также. Подписывайтесь на них обязательно. Подписывайтесь на канал Loud Sound, хотя вы, наверное, и так уже подписаны. Ставьте лайки, обязательно делайте репосты, пишите обязательно ваши комментарии. И по-братски, ну, поделитесь побольше, выдвините видео в топ. Так приятно, когда автозвук попадает в топ. Так там много всякого говна, типа вот это Соболевы, Моболевы. Сделайте автозвук популярнее чуть-чуть. Напишите не один комментарий, а два. Поделитесь, лайк поставьте. Что вам, жалко что ли? Все, всем пока, живите громко. Тигран, ты ебнулся, что ли? Оставь цистерну в покое. Ты куда, Тигран? Это стройка. Как ты вот и залезал? Ты видел, что ступеньки нет. Как ты собирался слезать? Я Мерседес не буду подгонять. Пусть вон эспельщики подгоняют что-нибудь. У них крыши крепкие. Все, давай, Тигран, пока. Жди поезда, понял? А, у тебя ключи? Братан, спускайся. Хаммер не навалили. Хаммер в кадре был, его не навалили. В смысле? Разбрызгай. Тебе Миша дал? А почему он мне перестал давать самогон? Как так можно было накосячить? Ну смотри, Тигран, выбирай, лестница или Хаммер. На Хаммер слезешь? Ты сейчас крышу помню, а мне похуй уже, если честно. Колпак потерял все-таки, Тёма. Да он корпоративный, похуй уже. Ой, я думал, будет этот... Тёма, сейчас была бы травма. Да. Я тебе потом на видео покажу. Тёма, ты навалить можешь или там что-то Короче, хотел, чтобы Тёма навалил, но у него уважительная причина. Покажи, Тём. Это самогон от Миши М, полный порт. Миша, почему ты мне самогона не передал, а? Вот я тебя пристыжу прилюдно сейчас. Не передал мне самогона, а ему пиар, новости. Мне тоже ничего не дает давно. Я шучу, если что. Миша знает, мне не надо давать самогона. Он в прошлый раз, когда передавал несколько раз, мне надо было в клинику уже оформляться. От алкогольной зависимости лечиться. Я не знаю, как там Миша выживает в сенном своем. Тёма, как он выживает? Как можно столько делать бухла и не бухать так жестко? Он бухает жестко, да? У него, по-моему, она искусственная уже. Тигран, а ну залезь еще раз, попробуй. Витя с Тёмой будут снимать обзор этого же автомобиля на их канале Альфард Групп. Подпишитесь, ссылка в описании. А в вашем обзоре что будет, Тёма? Обзор на обзор будете снимать? Вот так вот, снимай обзор на обзор. И потом ответка как прилетит. Будет обзор Сильвестров, Арнольдов. Мне просто начали предъявлять, что это не обзор. Это не обзор, это обзор обзора. А Сильвестры и Арнольды скоро зайдут, и будет очень крутой обзор, я думаю. Хотя что там крутого в этих Арнольдах? Самые крутые динамики, да, типа самые громкие, и что? Этим уже никого не удивишь. Если сейчас ты производитель динамиков и выпускаешь их на рынок, если они не самые громкие динамики, нахуй они никому не нужны. Надо, чтобы минимум твой динамик был самым громким на рынке, а желательно во вселенной. Все, всем покажите громко. Shawty, that shit real talk.